4 года обзоров. За эти 4 года я протестировал, наверное, около 400 пар наушников. Примерно на 200 из этих пар я сделал обзоры. И что я могу сказать? Самый частый вопрос, самый бесячий в комментариях на стримах или еще где-то: сравни затычки и вкладыши. Притом вспоминают какую-нибудь модель Huawei вкладыши, когда я говорю, что они супер звучат, и модель каких-нибудь супер затычек из разряда Comfabats Pro с отличным звуком, но это затычки. Люди реально не понимают, к сожалению, что это больше про басы, да и в принципе здесь звук всегда лучше. А это больше про высокие частоты. К сожалению, вкладыши никогда не смогут, ну, может быть, когда-нибудь в глубокой перспективе давать вам то, что не могут затычки. И что бы я хотел сказать про затычки? Почему я все время вакуумные затычки, беспроводные наушники не советую? Потому что безопаснее все равно вкладыши. Первое, вы всегда слышите, что вокруг, а второе, любой лор вам расскажет, что вот эти счастливые затычки, из-за них у вас постепенно волоски в ушах отмирают, и вы начинаете хуже слышать. Плюс вы выкручиваете всегда звук на максимум. И еще много других минусов. С другой стороны, как человек близкий к меломанам, скорее даже сам меломан, я скажу, что затычки всегда лучше звучат. Но помимо этого и у тех, и у других типов наушников есть свои плюсы и минусы. У Comfabats Pro, допустим, появился новый плюс, они стали в синем цвете. Меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, и сегодня вы узнаете разницу между Huawei FreeBuds 4 и Comfabats Pro в синем цвете. Если вы их будете прогревать через программу, вы получите очень близкий к аудиофильскому звук. А если помнить, что это ТВС, то вообще-то и аудиофильский. 930-й, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, у меня максимально емкие и быстрые обзоры. Каждый девайс я стараюсь полностью протестировать и проверить перед тем, как выгрузить обзор для вас. Плюс раз в месяц за лайк, подписку и комментарий к любому видео я разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. Подписывайтесь с колоколом, а теперь к делу. Упаковка. Здесь, конечно, даже говорить не о чем. Более презентабельная и приятная в оформлении у One More Comfabats Pro, несмотря на разницу в стоимости. Такая на подарок зайдет однозначно. У FreeBuds 4 все же она обычная и не особо приметная, практически как у всех, хотя по качеству картона она хороша. Можно сказать, Huawei берут пример с техногиганта Apple. Вот так они бодаются, а коробочки копируют. Внутри у Huawei бокс для зарядки наушников, наушники, документация, все на китайском, кабель для зарядки бокса и, конечно же, никаких амбушюр, потому что это вкладыши. А вот у One More Comfabats Pro внутри в комплекте с наушниками чехол, кабель для зарядки, кейс, силиконовые накладки, которые можно приклеить на кейс, и 3 пары дополнительных амбушюр, хотя их ценник, к слову, в 2 раза меньше, чем у Huawei. Притом и на сейлах тоже. В продаже у Xiaomi One More 3 цвета: синий, белый и черный. Синие вышли самыми последними, о них я вам сегодня и рассказываю. И у них есть отличия все-таки, но об этом в ролике дальше вы услышите. FreeBuds 4 выпускают в сером матовом, белом глянцевом, и у китайцев еще имеется матовый красный цвет, который я безумно хочу купить, и, возможно, в эту распродажу как раз куплю. Кстати, она сейчас идет, и не забываем смотреть в описании к видео, там есть телеграм-канал со скидками, там я постю самое интересное, то, что сам купил. Купил много всего, смотрим. Бокс. У FreeBuds 4 изготовлен он из матового пластика, по форме ровно симметричный круг. Опять же, серая версия, у белой версии глянец. У One More Comfabats тоже из матового пластика, имеет форму вытянутого овала. В кармане и тот, и другой помещаются удобно, отличия в габаритах вы видите на экране. Оба кейса скользкие, но у One More Comfabats в комплекте идет силиконовые накладки, хоть это и прибавляет им веса, но в руках его держать становится приятнее и удобнее, хотя из-за своей формы бокса Huawei FreeBuds 4 в принципе не так сильно просится на свободу. Я бы вообще сказал, что они одинаково хороши, но по-разному. По корпусу у обоих расположены разъемы для зарядки USB Type-C и световые индикаторы. Кнопка сопряжения у Huawei FreeBuds 4 находится сбоку кейса, она здесь еле приметна, а у One More находится внутри кейса, и не заметить ее сложно, хотя это определенный плюс. Люфт крышки есть у обоих, что, конечно, не очень хорошо, но люфт незначительный. Опять же, в китайской версии Huawei FreeBuds 4. В версии, которая продается в России, люфт лютый. Наушники внутри бокса не гуляют, и на ура их просто вытряхнуть не получится. Емкость бокса Comfabats Pro 450 мАч, у FreeBuds 4 410 мАч. Наушники Comfabats Pro от кейса можно перезарядить 2 полных раза. Кейс Huawei способен перезарядить их наушники до 6 раз. Но там дело все в автономности, об этом далее. И там есть быстрая зарядка. У One More Comfabats за 15 минут зарядки в боксе наушники выдают 2 бодрых часа звучания на 50% громкости.
громкости. В Huawei FreeBuds способны работать 2 часа после 15 минут зарядки на 100% громкости. Полный цикл зарядки у FreeBuds 4 1 час, у OneMo, чтобы зарядить бокс, нужно 2 часа. Беспроводная зарядка есть у FreeBuds 4, у OneMo ComfoBuds, к сожалению, ее нет. И еще раз, у FreeBuds 4 беспроводная зарядка бокса есть только у китайской версии. У версии, которая продается в России, ее нет. Наушники. Самое главное их отличие, как вы могли заметить, в том, что OneMo ComfoBuds Pro затычки, а FreeBuds 4 вкладыши. При этом я хочу отметить, что любые вкладыши не так сильно сажают слух, как затычки. Это факт. Внешне их даже сравнить нет смысла, но стоит отметить, что у затычек есть встроенные светодиоды. К радости они светятся только в боксе. Кто-то не любит данные вещи в ТВС-наушниках, хотя Huawei FreeBuds 4 более марки за счет глянцевого и немного зеркального дизайна. Лично для меня более подходящие все же Huawei FreeBuds 4, так как в ухе смотрятся они неплохо и сидят хорошо, и нет светящихся лампочек. Пишите в комментариях, какой дизайн вам лично больше нравится, но помните, что у Huawei есть другие расцветки, и глянцевые тоже, не только матовые. И помните, что у ComfoBuds'ов тоже есть белые и черные наушники, но синие, по мне, это прямо шик, блеск, красота. При длительной носке уши больше устают от затычек, но при активных упражнениях, к сожалению, обе пары могут вылететь, поэтому советую подбирать правильно амбушюры под ComfoBuds, а вкладышем купить специальные силиконовые накладки, если вы планируете прямо по-серьезному заниматься в них спортом. И потеть прям не могу, и вертеть солнышко на турнике. У Xiaomi OneMo ComfoBuds Pro и Huawei FreeBuds 4 имеется сенсорное управление тапами плюс регулировка громкости. Xiaomi OneMo ComfoBuds Pro оснащены диафрагмой на 13,4 мм, что очень даже сильно. Отличия в габаритах есть весомые, и вы их наблюдаете на экране. Большой 14,3 мм динамический драйвер LCP у Huawei FreeBuds 4, что на 1 мм больше, но там совсем другая физика. Как вы помните, допустим, у тех же Sony 1004 серии динамические драйвера, хотя они затычки, всего на 6 мм, и звучат они гигей и охо-хо как хорошо. Обзор на них, кстати, вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, но я выбираю все равно Sony третью версию. Функция прозрачности у Xiaomi OneMo ComfoBuds Pro реализована максимально удачно. У Huawei FreeBuds 4 ее нет, но она и не особо нужна в них, потому что это вкладыши. Зато есть двухуровневое активное шумоподавление, которое для вкладышей работает просто нереально топово. Они даже есть в моем топ-10 наушников с активным шумоподавлением на канале. У OneMo ComfoBuds Pro трехуровневый активный шумодав тоже присутствует. На максималке работает на высоте, 40 дБ обрезает, ветра не слышно. По адаптации, может быть, чуть-чуть и проигрывает. Заряд своих наушников в шторке виден, по одному и те, и другие работают. Переподключение также бесшовное и в тех, и в других. Автоматическое подключение после извлечения из бокса с ранее сопряженным устройством есть также и у OneMo, и у Huawei. Сенсоры приближения у Huawei 4 работают отлично, у ComfoBuds Pro срабатывают с небольшой задержкой. Анимация у Huawei FreeBuds 4 есть только при сопряжении с устройствами Huawei. Притом сейчас она слетела, то есть я тестировал данные наушники, получается, около недели назад, перестал тестировать, потому что я ходил с ними месяц. И сейчас уже анимации нет ни у них, ни у глобальной версии, той, которая продается в России. То есть, проще говоря, даже в китайской версии анимация почему-то исчезла. У OneMo при сопряжении со всеми андроидами нужно ее настраивать, и анимация у них есть. Мультипоинт OneMo ComfoBuds Pro не завезли, а у Huawei FreeBuds 4 есть он. И работает он без нареканий, это прям супер плюшка, но неудивительно, учитывая их стоимость. Емкость аккумулятора каждого наушника FreeBuds 4 30 мАч. У OneMo ComfoBuds Pro 50 мАч. По автономности Huawei FreeBuds 4 с включенным шумоподавлением отыграют 2 часа 45 минут на 50% громкости. С выключенным шумоподавлением 4 часа на 50% громкости. OneMo ComfoBuds Pro отыграют с включенным шумоподавлением на 100% громкости 6 часов 55 минут, почти 7 часов. С выключенным ANC не меньше 8 часов на такой же громкости. Полный цикл зарядки OneMo ComfoBuds Pro 1 час, у Huawei FreeBuds 4 30 минут. У обоих пар наушников есть защита от пыли и брызг IPX4, искупал я их в фонтане, и с ними уже получается после вторых водных процедур все хорошо. Но лучше так не делать, потому что магия электронов может их убить потом, после обзора. Так что это не та защита от влаги, которая позволяет в душе в них мыться. Первый раз был обзор этих наушников, разумеется, по отдельности. Посмотреть вы можете их по ссылкам в правом верхнем углу. Для FreeBuds 4 приложение Huawei iLife доступно на Android и на iOS системах. Перевод на русский адекватный, прошивку обновлять можно. Эквалайзера настраиваемого, к сожалению, нет. Только 3 ступени эффектов эквалайзера: по умолчанию усиление низких частот и усиление верхних частот. Вот низких частот прям обязательно нужно его включать. Для OneMo ComfoBuds приложение называется OneMo Music. Доступно также на Android и на iOS системах. Русского перевода нет, обновить прошивку можно, а вот настроить звучание кастомным эквалайзером, к сожалению, возможности нет. Только пресеты к вашим услугам. И ко всему этому хочу отметить, что эквалайзер с пресетами присутствует на данный момент у меня только в ComfoBuds синего цвета, что очень
странно, не находите? Другого цвета почему-то нет, то есть все-таки они чем-то внутри отличаются. В приложении есть супер бонус прогрев наушников, что очень полезно, так как данная функция OneMo присутствует только в наушниках премиум класса. И по поводу нее мы можем долго и упорно спорить. Можно позвать аудиофилов, можно позвать людей, которые делают вид, что они аудиофилы, можно спросить у тех, у кого есть супромат в институте либо был. Но я считаю, что конкретно для этих ушей функция прогрева работает. Звук реально меняется в лучшую сторону. Bluetooth версии 5.2 имеют Huawei FreeBuds 4 и Bluetooth версии 5.0 имеют ComfoBuds Pro. У FreeBuds 4 и OneMo ComfoBuds Pro из кодеков только AAC и SBC. Lossless кодеков нет. Задержки на YouTube, как и в играх, минимальные, но у OneMo ComfoBuds Pro в играх при подключении по кодеку SBC беда, так что по нему не подключаем. Через две стены ни те, ни другие не отваливаются, фризы не ловят. Микрофоны OneMo ComfoBuds меня порадовали. Вот вам пример их работы. Пример работы беспроводных наушников, а конкретно их микрофонов ComfoBuds Pro. Сейчас нам не везет, пока машин нет, но они обязательно появятся. Пока они появляются, хочу отметить, что ComfoBuds первые были, по мне, лично ужасны. Сейчас вышли ComfoBuds вторые, послезавтра, скорее всего, вы увидите обзор на моем же канале. И их особенность в том, что ComfoBuds вторых, в том, что стоят они будут реально копейки. Во время распродажи сейчас по ссылке в прикрепленном комментарии есть телеграм-канал, вот там они, по-моему, 2 с копейками, то есть то ли 2200, не думаю, что они долго будут так продавать их, но я бы не спешил, потому что первые ComfoBuds вкладыши были ужасны. Версия Pro ComfoBuds затычки, которые у меня в ушах, значительно лучше. Они просто, еще раз повторяю, с великолепным звучанием, и помимо этого у них не самые плохие микрофоны. Хотя я сомневаюсь, что вы сейчас слышали меня, а не машину. Но это не важно. Важно то, что тот цвет, в котором они сейчас это дело представили, мне нравится. А в ножках диоды мигают только в боксе. И звук точно не хуже, чем в версии Pro других цветов. То есть это Ctrl-C, Ctrl-V, такие же хорошие, приятные и отличные уши, если вам нравятся их внешние формы. Потому что звучание супер. Микрофоны, сами слышите. Опять же, Huawei все-таки в этом смысле это техногиганты, они являются прародителями, скажем так, вместе с яблоком того, как должны звучать микрофоны ТВС. И как кто-то у меня в комментариях спрашивал, есть ли какие-то ТВС, которые будут записывать аудио так же, как родовские микрофоны. Если что, у меня есть на канале для стримов топ-100 беспроводных наушников по микрофонам с примерами. И там есть пример родовского микро беспроводного за 25 тысяч рублей. И сразу ответ: нет, к сожалению, таких наушников не бывает. Есть профтехника, есть ТВСки. И эти ТВСки, как и хуавеевские, отличные. Только эти еще и дешевые. Микрофоны FreeBuds 4 работают тоже неплохо, голос сильно не искажается и шумоподавление отрабатывает неплохо. Логично, что шумоподавление CVC есть и в тех, и в других наушниках. Притом оно примерно идентично, у Huawei там какие-то еще дополнительные плюшки. Но как это в реальности работает, вы сейчас слышите. Притом напоминаю, что при любом раскладе после рендера, после того, как YouTube сжимает это видео, после того, как вы слышите на своих устройствах звук, звучание микрофона не передается даже на, не знаю, процентов 30. Но разницу вы можете услышать для себя, во всяком случае, после того, как это дело все выгружается в сеть. В целом и те, и другие хороши. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4. При том, что я хочу отметить, что они идут сейчас в цепке с айфоном. То есть, если вы будете использовать их с устройствами Honor или Huawei, то они будут, микрофоны, работать еще лучше. Я стою прямо рядом с дорогой. Максимально, я считаю, шум, наверное, и неплохой такой ветер. Но он, правда, порывистый, сейчас ветра нет. Но зато мимо проезжает автобус. Говорю я громко и четко. И еще раз повторяю, все люди, которые мне пишут, что
наушниках нужно разговаривать тихо, чтобы проверить их работоспособность. Вы когда с соседом разговариваете рядом с дорогой, вы разговариваете тихо или нет? Ответьте себе на этот вопрос, и вы поймете, в чем физика. То есть вы должны шум при любом раскладе перекрикивать и говорить четко, потому что если вы говорите не четко, то в принципе вас люди понимать не должны, не говоря уже по телефону. Про Huawei сразу, чтобы вы понимали по поводу разницы и зачем этот обзор. Есть Huawei китайская версия, которая у меня в ушах. Есть Huawei глобальная версия. Вот в глобальной версии нет функции беспроводной зарядки у бокса, и крышка бокса люфтит. У китайской версии этого нет. Это когда вы собираетесь на Али. И все, кто хочет мне написать по поводу цены, сейчас на Али сейлы, они стоят 9 тысяч плюс-минус. Даже дешевле, да, вы можете пойти купить в магазине за 12-14, но все свои обзоры я отталкиваюсь от того, за сколько я их покупал или за сколько можно их купить на Алиэкспрессе. К слову, правда, я их покупал в начале распродаж за 14, и даже этих денег они стоили. Но у нас сегодня не обзор этих наушников. На эти наушники вы можете посмотреть обзор в правом верхнем углу экрана. Скорее всего, для вас это там. И также на глобальную версию сравнения с китайской, также в правом верхнем углу. Сейчас мы сравниваем микрофоны в одних и тех же условиях этих наушников и наушников ComfoBuds Pro, притом синеньких. Звучание OneMo ComfoBuds Pro в целом сбалансированное. Верхние частоты не пронзительные, звуковая сцена широкая и нейтральная. Средние частоты детализированы, вокал чистый, басы не перегружены. Их звучание можно назвать правильным, и я бы даже сказал для этой цены и форм-фактора затычек прямо эталонным. Понятно, что у них звуковод недостаточно глубокий для многих, у многих проблемы с посадкой, с амбушюрами или еще чем-то, но я их всегда выделял как что-то из разряда вау. И это и есть из разряда вау. Если вы хотите наушники про звук, это про них. То есть, если вы решаете купить себе не идеального внешнего вида, мне внешний вид их не нравится, не супер громадного функционала, то есть у них нет много плюшек, которые есть в супер дорогих наушниках. Но то, что они сделали со звуком, я не знаю, первый раз в роликах скажу, мое почтение. Я не знаю даже у кого я копипастю данную фразу, но мне кажется, здесь она идеально подходит, притом она подходит и ко второй тестируемой паре, потому что звучание FreeBuds 4 для вкладышей это топовый уровень. Лучше, чем они из мира вкладышей не играет никто. Очень близко Vivo TVS 2019 года, плюс-минус может быть похоже, но басов у Vivo меньше. Бас здесь глубокий и объемный, хоть и не особо много его среднего, практически нет, но это вкладыши. Притом здесь есть и акценты, определенный панч на него. Средние частоты не лишены детальности, высокие звучат отлично. Сцена широкая и объемная, плюс и неплохое разделение инструментов есть. Сибилянты отсутствуют от слова совсем и в тех, и в других наушниках, даже на максимальной громкости. Из минусов у OneMo ComfoBuds Pro нет беспроводной зарядки, как и мультипоинта, нет встроенного кастомного эквалайзера, нет одиночного тапа и нужно очень долго прогревать. Из минусов у FreeBuds 4 скользкий маркий дизайн наушников, анимация только на устройствах Huawei и слегка расстраивает цена. И, разумеется, басы здесь все равно не на уровне затычек. И как бы ни крутить, при любом раскладе пассивного шумоподавления здесь 0, хоть и активное старается отрабатывать. А по звучанию, ну извините, при любом раскладе наушники за 1003 рублей из тех, что я рекомендовал, звучать будут, к сожалению, чаще всего лучше, чем FreeBuds за 9000 на распродаже сейчас. Стоит Huawei FreeBuds 4 сейчас на сейле около 9000 рублей. Если пойдете в мой телеграм-канал и посмотрите по ссылке в описании к видео, это еще без кэшбэков, и это нереально круто, потому что я их покупал за 14. Xiaomi OneMo ComfoBuds Pro практически ровно в 2 раза дешевле. У них сейчас идет предсейл, потому что синеньких не было, и они только появились. И стоят они, опять же, 4700 рублей. Напоминаю, что сейчас идет распродажа. Если есть промокоды на что-то интересное, не только на эти наушники, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании к видео, либо в прикрепленном комментарии, либо посмотрите мой стрим в записи, который я проводил вчера, и рассказывал, что я купил и что, в принципе, можно еще купить в течение этих 4 дней. Если что-то не разобрали и что-то вам интересно, думаю, вам будет полезно, что народ тоже покупал, потому что на стриме было много людей, все делились, у кого что получилось и за сколько. Резюмирую, ценник у данных наушников отличается в 2 раза. Дизайн и форма абсолютно разные, но при этом FreeBuds 4, как и OneMo ComfoBuds Pro, звучат отлично с пометкой для вкладышей. Микрофоны работают хорошо и практически отсутствует задержка. Сказать однозначно, что лучше затычки или вкладыши, я лично для вас не могу, так как абсолютно разный эффект, начиная от посадки и заканчивая звуком. Однозначно, если выбирать по звучанию, всегда выигрывают затычки, притом не обязательно даже такого высокого класса, как ComfoBuds Pro. Несмотря на то, что FreeBuds 4 это лучшее, что
что могли сделать из вкладышей за последнее время. Да и вообще за все время, надеюсь, что-то выпустят еще веселее и лучше. Потому что и по громкости это дело проигрывает. И еще раз повторяю, и по пассивному шумоподавлению. И про автономность вы тоже можете помнить. Притом, конечно же, не стоит забывать про цену. Тут всегда каждому свое. Я выбираю вкладыши даже за 2000 рублей, пусть это Halo Muripods, потому что это безопаснее. Из затычек интересно еще Huawei FreeBuds Pro, который сейчас можно купить за 7,5. Ну а комфобатсы, учитывая внешний вид, это просто супер. Не забываем подписываться на канал с колоколом, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, на что еще хотели бы вы обзор. Скоро, возможно, завтра будет топ-10 умных часов от Amazfit. Я думаю, вам будет это интересно. И после этого комфобатсы вторые, которые уже наконец-то у меня на руках.